Воскресенье, 9 утра, а мы уже за 30 километров от дома. И сегодня мы посетим выставку в ботаническом саду Торонто. 11 февраля, а по виду и не скажешь, снега нет. Такая вот зима в этом году. Эта выставка орхидей проводится каждый год орхидейным сообществом Южного Онтарио. Мы ее посещаем уже много лет, и все прошлые выставки были походом из снежной зимы в тропическую сказку. В феврале даже в Южном Онтарио бывают хорошие минуса и снежные бури, но этот год особенный – Эль-Ниньо, и такого контраста из зимы в лето мы не получили. Билеты куплены заранее, сильно заранее. Дело в том, что мы посещаем выставку как фотографы. Для этого специально выделили 2 часа. С фотоаппаратом только я. Полина будет снимать на телефон. Но хвала современным телефонам. Видео у нее точно качественнее, чем на мой фотоаппарат выходит. При входе глаза разбегаются. Выставка существует не одно десятилетие, и устроители довели экспозицию до совершенства. Выставочный зал просто набит орхидеями, и все цветы оформлены в инсталляции. Вау-эффект гарантирован. Разнообразие орхидей поражает. По цвету, по размеру, по сортам и видам счету нет. Говоря про сорта, у орхидей их тысячи, десятки тысяч, а еще есть гибриды и селекция. Но пусть вас это не пугает. В магазинах и в домашних условиях, на подоконниках, попадаются в основном 5-6 основных видов. Мы их сейчас покажем на живых примерах с выставки, и вы тоже научитесь их различать. Ну и знаете ли вы, что ваниль, которая натуральная, их продают палочками, стручками, это стручки орхидеи. Так что если вы любите ванильное мороженое или добавляете ваниль в выпечку, вы тоже, скажем так, знаток орхидей. Февраль – это пик цветения орхидей, и сама выставка приурочена ко Дню Святого Валентина. Есть у выставки своя история – история 2 любящих сердец и история общей страсти – страсти к орхидеям. Оставайтесь с нами, и вы все узнаете. По типу орхидей объясню по-простому, как чапай на картошке. Итак, самый распространенный и от этого не менее любимый вид орхидей, если быть ботаником и стремиться к точности, то род, это фаленопсис. Гибриды устойчивы к жизни на подоконнике. Обилие цветов на цветоносах и продолжительность цветения по несколько месяцев делает его топом в продажах. Ну а как выглядит, то понятно. Именно такой образ и возникает в сознании при словах орхидея. По крайней мере, у меня. Дендробиум – это куча цветов на стволе, а не на отдельно торчащей ветке, как у фаленопсиса. Тут уже и ботва, и цветы выглядят по-другому. Так что если видите такую ботву и такие цветы, и понимаете, что это точно не фаленопсис, то, скорее всего, вы видите дендробиум. Но будьте бдительны, природа посмеялась над селекционерами и выдала дендрофаленопсис, который не гибрид, а все еще дендробиум, со стволом, но с цветками, как у фаленопсиса. Котлеи. Это просто ювелирное украшение среди орхидей. Сами они маленькие кустики с парой листочков. И если увидите, что у цветков вытянутое рыльце, как тромбон, и рыльце еще и часто кружевное, то перед вами котлея. Увы, цветки очень быстро отцветают. Башмачки.
Тут еще проще. Видите туфлю? Перед вами орхидея башмак. Ох, и порезвились селекционеры, чего только из них не навыводили. Ванда. Тут с цветками непросто. 5 лепестков и больше напоминают цветы яблони, а не бабочек, как у фаленопсисов. Как правило, по нескольку цветков или вообще гроздь мелких. Но легко определить по общему виду. Ветка с цветами, листья в сплющенной розетке и обилие воздушных корней. Эти орхидеи живут без горшков. Итак, повторение – мать учения. Фаленопсис. Дендробиум. Котлея. Башмак. И Ванда. Ну и задача со звездочкой – Зигопеталум. Как правило, с коричневыми лепестками и фиолетовой мордой. И цимбидиум. Прям гладиолус какой-то, а не орхидея. Полина тут смеется и плачет от моей классификации. Но я чипай, я так вижу. Ничего, нормально, разберемся. Про фотографов. Всего билетов 50 штук. Так что покупать надо сразу, как появляются на сайте. Я эти билеты заказывала еще в декабре. Снимать не так просто, как кажется. В кадре постоянно посторонняя подсветка или вспышки. В качестве фотографа я впервые. И глядя на крутую фототехнику, понимаешь, кругом профессионалы. Чего-то не вижу на кадрах одного пожилого фотографа. Он вообще в микроскоп снимал и жаловался, что из-за вибрации здания фокус гуляет, несмотря на суперсистему стабилизации. А так зал будет выглядеть буквально через час, когда всех пускать начнут, а фотографов выгонят. Снять орхидеи без чьих-то рук с фотоаппаратом в такой толпе невозможно. Это снимки наши с прошлого года. Еще раз знакомимся с общим видом помещения. И давайте быстренько пройдемся по рядам и все осмотрим. Да, быстренько. У нас 2 часа ушло на съемку, и все равно и 10-й доли не отсняли. Хочется же каждый цветок, да со всех сторон. Экспозиция Ниагарского региона. Кругом таблички, напоминающие, что руками трогать нельзя. Цветы очень хрупкие. Орхидеи с 3 листами необычно. И тут еще нужно помнить, что символом Онтарио является триллиум. И триллиум – это не орхидея. А здесь орхидеи его напоминают. Думаю, не случайно. Эта инсталляция хорошо освещена, и задний черный фон позволяет снимать в максимально благоприятных условиях. Все цвета, все размеры, все основные виды. Все здесь. Даже одного такого стола уже хватило бы, чтобы выставку организовать. Надо будет уточнить, может, где на Ниагаре такое тоже показывают. Так сказать, в гастрольном туре. Вы уже заметили, что на орхидеях повязаны ленты с надписями «Первое место», «Второе место». И это неспроста. На эту выставку попадают лучшие. Это прямо-таки олимпиада среди орхидей какая-то. Так что у наших орхидей с подоконником никаких шансов. Их бы просто не пустили. А специалисты орхидеи воды, зевнув, сказали бы «Фаленопсис вульгарикус», ну или переводя с латыни «заурядная ботва». Следующая экспозиция
от Художественной ассоциации орхидей Торонто. Просто картина какая-то. Вспомнил. Натюрморт. Все подобрано по цвету и форме. А у нас появляется шанс поугадывать знакомые типы. Башмаки, котлеи, дендробиумы, ванды, ну и фаленопсисы. Большинство орхидей в природе растет в тропиках, и климат подоконника им не очень подходит. Поэтому для них создают специальные условия в орхидариумах, где за стеклом поддерживается нужный режим влажности и температуры. На наших же подоконниках в основном гибриды, специально выведенные для жестких по орхидейным меркам условий. Стеклянная камера без системы климат-контроля – некий переходный вариант и помогает создавать нужную влажность. Странно, за стеклом на этой выставке в основном дендробиумы. Наверное, как один из наиболее распространенных в природе видов, и если взять наугад, то по вероятности на дендробиум попадешь. Ну и пока обходим столы по периметру помещения, пришла пора рассказать историю про замечательную пару, имеющую непосредственное отношение к этой выставке. Это очень романтическая история. Оба, Питер и Инге, происходили из семей, главным хобби которых было выращивание цветов. Так что оба с детства были предрасположены к орхидеям. Питер из-за питомников орхидей, расположенных в районе, где он ходил в школу в Нидерландах. А Инге, потому что австрийские Альпы, в которых она провела свое детство, были наполнены дикими орхидеями, которые ее мать учила всех своих детей уважать и узнавать. Познакомились они во время учебы в университете Торонто, и через год они поженились. Инге никогда не видела тропиков, и поэтому, когда друг их семьи предложил свою виллу на Ямайке для их медового месяца, они с радостью согласились. На заднем дворе виллы росло огромное дерево, усыпанное орхидеями. Вот это фото. Оно выцвело, и качество не позволяет разглядеть детали, но все дерево было увешано орхидеями. Это были найденные цветы, которые ураганы срывали с веток других деревьев, и их постепенно добавляли именно на это дерево по мере того, как они попадались на тропинках во время прогулок. По возвращении в Торонто пара активно искала единомышленников по увлечению этими прекрасными цветами, а также скупала доступные к продаже орхидеи. Вот фото подоконника из снимаемой ими квартиры. В итоге они стали членами Южно-Онтарийского орхидейного сообщества. И в 1968 году ассоциацией было проведено первое шоу орхидей, где пара уже участвовала в роли организаторов. За первым ежегодным шоу последовало второе. В те времена выглядело все намного скромнее, чем сегодня. Многое строилось на волонтерстве и энтузиазме. Было непросто тянуть такой сложный проект, но их увлеченность, энергия и труд не дали выставке загнуться. Поначалу все выглядело примерно как-то так. Но многолетний вдумчивый труд довел выставку до настоящего шоу. Черная ткань на заднем плане, декорирование горшков, использование мха и коры для композиции – это только стилистические штрихи.
Огромный же труд оказался, как всегда, невидим. Это развитие сообщества, нахождение единомышленников, распространение знаний, благодаря лекциям специалистов. Благодаря этому сегодня на выставке столько участников, а сама Ассоциация Южного Онтарио известна и в США, и в мире. Важную роль играет и система судейства по присуждению призовых мест орхидеям. Это высокопрофессиональный уровень, требующий многолетнего образования и обязательной сертификации. Все очень серьезно. Возвращаясь к тому, что мы сегодня с вами видим. Я скажу, в этом году все выглядит просто великолепно. Очень удачный год для цветения орхидей. И я очень рад, что попал сюда как фотограф именно в этом году. Огромное внимание уделяется проблеме защиты диких орхидей и продолжению образовательной деятельности. Ведь стоит только внимательно приглядеться, и вот мы уже сами встретили дикую орхидею в одной из поездок за город, всего в 40 километрах от нашего дома. Да, в Онтарио тоже растут орхидеи. Вы его узнали? Это башмачок, желтый башмачок. Быстренько досматриваем столы, расставленные по периметру. Сообщества, входящие в ассоциацию, с гордостью выставляют лучшие экземпляры и заслуженно получают высокие оценки от судей. Ну и дерево, то, которое было на Ямайке, по-видимому, все еще служит источником вдохновения. И на выставке мы можем увидеть инсталляции не на столах, а на специальных вертикальных креплениях. И это действительно выглядит обалденно. Вот такая история любви к орхидеям, очень уместная ко Дню Святого Валентина. Пусть и у вас на подоконнике заведется фаленопсис, ну или любой другой сорт. Вы теперь знаете все основные названия.